Привет, фанаты BTS. Что на самом деле произошло за кулисами после их последнего концерта? Почему Чингук внезапно принял решение, которое ошеломило Тэхёна и почти заставило его заплакать? Как отреагировал Бан Шихёк, вдохновитель успеха BTS, когда узнал об этом спорном решении? И самое шокирующее, почему их планы по выпуску сольного альбома внезапно кардинально изменили направление? Мир может быть не готов к этой правде. Однако вот скрытые факты, стоящие за решением Чингука, которое потрясло мир К-поп, изменило все для Тэхёна и заставило HYBE пересмотреть свою грандиозную стратегию. Действительно ли Чингук все это планировал? Или это решение пришло как гром среди ясного неба, спровоцированное чем-то, что произошло за кулисами? Почему Тэхён, которого называют его самым близким другом, выглядел самым шокированным? Что именно сказал Бан Шихёк на закрытом собрании, которое вызвало переполох в коллективе HYBE? И самое запутанное, если они должны были готовить свои собственные сольные альбомы, почему Чингук выбрал совершенно другой путь? Связано ли это с его будущим после концерта? Или есть более глубокая личная причина, о которой даже ARMY никогда бы не догадались? Тэхён, который всегда был известен как спокойный и улыбчивый человек, внезапно потерял дар речи на 1000 языков, когда Чингук объявил о своем решении. Некоторые очевидцы даже говорили, что его глаза были полны слез, как будто мир, который он знал все это время, рухнул в одно мгновение. Что именно сказал ему Чингук? Тем временем Бан Шихёк, который обычно очень скрытен в отношении индустрии, дал неожиданный намек в эксклюзивном интервью. «Дело не в музыке, а в жизненном выборе», — сказал он тяжелым тоном. Что он имел в виду? Решил ли Чингук взять более длительный перерыв? Или было что-то большее, жертва, которую мы никогда не ожидали? Подождите, пока не услышите, что на самом деле произошло за закрытыми дверями HYBE. Источник внутри компании сообщил, что решение Чингука не было запланировано руководством. Так кто же на самом деле стоит за всем этим? И вот самое шокирующее. Планы Тэхёна по выпуску сольного альбома внезапно изменились на 180 градусов после этого инцидента. Означает ли это тайное сотрудничество? Или это неизбежное соревнование? По сообщениям СМИ, Чингук и Тэхён действительно готовили сольный материал. Однако на последней пресс-конференции Бан Шихёк намекнул, что приоритеты могли измениться. Некоторые аналитики отрасли предполагают, что Чингук может быть заинтересован в том, чтобы попробовать что-то за пределами музыки, возможно, в актерстве, бизнесе или даже в длительном перерыве. Однако самым удивительным было сообщение диспетча о том, что Чингук долго разговаривал с Тэхёном до поздней ночи. О чем они говорили? Было ли это связано с будущим BTS после службы в армии? Одно можно сказать наверняка, мир никогда раньше не видел эту сторону Чингука и Тэхёна. Повлияет ли это решение на их отношения? Как отреагирует ARMY, если правда раскроется? И самое главное, позволят ли HYBE этому случиться или вмешаются, чтобы все изменить? Нам придется подождать и посмотреть. Но одно можно сказать наверняка, это не конец, а начало чего-то совершенно нового. Та ночь должна была стать счастливым событием, последним концертом BTS перед их военным перерывом. Но за криками ARMY и мигающими огнями сцены происходило что-то гораздо большее. Тайный разговор между Чингуком и Тэхёном в гримерке стал неожиданным поворотным моментом. Что заставило Чингука внезапно изменить свои планы? Несколько близких к нему источников сообщили, что он сказал что-то, от чего даже обычно спокойный и улыбчивый Тэхён надолго замолчал. «Дело уже не в сольном альбоме», — сказал Чингук, по словам инсайдеров. Так чего же он хотел? Тэхён известен как экспрессивный человек, но в тот вечер он предпочел промолчать. Несколько сотрудников видели, как он сидел в углу комнаты, уставившись в экран своего телефона, ничего не говоря. Он был зол? Разочарован? Или ему просто было грустно, что их планы внезапно рухнули? Хореограф BTS, который отказался назвать свое имя, сказал: «Я никогда не видел Ви таким». Обычно он первым подбадривает, но в этот раз он был в растерянности.
Когда новость об этом дошла до Бан Ши-хёка, генеральный директор HYBE немедленно созвал экстренное совещание. Что обсуждалось на закрытом совещании? Оказывается, Чингук не просто изменил концепцию своего сольного альбома, он хотел чего-то более радикального. Он хочет сделать перерыв. «Настоящий перерыв», — сказал руководитель HYBE, который не захотел называть своего имени. «Необычный перерыв, а настоящий перерыв от индустрии на некоторое время после черновика». Это действительно удивительно. После столь долгой непрерывной работы Чингук чувствует невыносимую усталость? Или есть более личная причина? Изначально Тэхён и Чингук должны были продвигать свои сольные альбомы почти одновременно. Но теперь все в беспорядке. Несколько продюсеров, которые работали над материалом Тэхёна, признались, что концепция внезапно изменилась. Изначально альбом V должен был быть более веселым, но теперь в нем более глубокое и эмоциональное настроение, сказал один из задействованных композиторов. Это ли эффект решения Чингука? Еще более удивительно, что ходят слухи, что Тэхён может отложить свой альбом. Это правда? Или это будет что-то совершенно неожиданное? Армия по всему миру в смятении. Некоторые фанаты даже отслеживали недавнюю активность Чингука и Тэхёна в социальных сетях, ища подсказки. Были обнаружены некоторые странные вещи. Что все это значит? Их отношения разрушены? Или это просто фаза, когда им нужно немного времени для себя? Вот главный вопрос. Если Чингук действительно сделает перерыв после своей службы в армии, что это будет означать для BTS? Некоторые аналитики музыкальной индустрии считают, что HYBE может позволить участникам больше сосредоточиться на индивидуальных проектах. Однако, если Чингук решит не возвращаться на музыкальную сцену, останутся ли BTS прежними? Эксперт Пак Поп из Сеульского национального университета высказал мнение. Это может стать большим поворотным моментом. BTS всегда были группой из 7 человек, но если один из них выберет другой путь, фанаты должны быть готовы к новой эре. Одно можно сказать наверняка, решение Чингука — это не просто смена карьеры, а проверка их дружбы. Поддержит ли его Тэхён полностью? Или это станет началом неизбежного разрыва? Миру еще предстоит узнать. Но одно ясно, после драфта все может уже не быть прежним. Мир может быть не готов к этой реальности, но одно можно сказать наверняка. Решение Чингука касается не только его самого. Это перекресток, который определит не только его будущее, но и его отношения с Тэхёном, и даже будущее BTS как легендарной группы. Более 10 лет Чингук и Тэхён выстраивали крепкую связь, больше, чем просто товарищи по группе, скорее как братья. Но сможет ли эта связь выжить, когда их жизненные выборы начнут расходиться? Или, как и во многих дружеских отношениях в индустрии развлечений, давление карьеры и меняющиеся приоритеты медленно разлучат их? Если Чингук действительно решит не возвращаться к музыке после службы в армии, что это будет означать для BTS? Заставит ли HYBE его оставаться верным группе? Или они будут уважать его выбор и позволят BTS продолжать в составе 6 участников? ARMY, конечно, не хотят этого представлять. Но в этой беспощадной индустрии нет ничего невозможного. Возможно, решение Чингука — просто результат истощения после многих лет непрерывной работы. Возможно, после службы в армии и хорошего отдыха он вернется с новой силой. А что, если нет? Что, если это действительно конец Чингука как айдола? Одно сообщение солдатам по всему миру: будьте готовы. Мир развлечений полон сюрпризов, и иногда путь, которого мы ожидаем, не тот, по которому идут люди, которыми мы восхищаемся. Если Чингук решит уйти, отпустите его с миром. Если Тэхён решит остаться в музыке, поддерживайте его до конца. И если BTS должны измениться, примите, что изменение — единственная определенность в жизни. В ту ночь, за кулисами своего последнего концерта, Чингук и Тэхён, возможно, написали новую главу в своей истории, ту, которую даже армии не ожидали. Теперь только время покажет. Останется ли Тэкук,
Вместе или они пойдут разными путями к разным судьбам?